Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 7 декабря. Сегодня у нас с вами среда, середина недели. И вы знаете, сегодня достаточно прибыльный и изобильный день. Поэтому ваша задача сказать в этот день очень важные магические слова. Эти слова откроют и подключат вас к потоку изобилия, достатка и благополучия. Поэтому обязательно используйте эту возможность в этот день 7 декабря. Давайте далее, друзья, все более подробно посмотрим, а что же нас с вами ждет 7 декабря по лунному календарю. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 7 декабря, среда. Сегодня у нас с вами 24 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается убывающая луна в знаке зодиака Весы. Чем же этот день уникален и интересен? Дело в том, что, друзья, сейчас очень важно быть сосредоточенным и понимать, что вам от жизни нужно. Именно сегодня тот день, когда нужно правильно планировать все, что связано с деньгами, с изобилием, с богатством, с финансовым благополучием. Также, если у вас хромает здоровье, подумайте, возможно, о своем здоровье. Если у вас что-то не получается в личных отношениях, попытайтесь в этом разобраться, потому что этот день поможет вам приумножить те мыслимые или немыслимые блага, которые у вас есть в жизни. Но ваша задача подойти к этому вопросу мудро. Да, не каждый может это сделать по разным причинам, но все же нужно стараться. Также сегодня проявляйте активность, старайтесь быть будьте сегодня лидером своей жизни, лидером мнения. Да, это также сложно, потому что в один день проснуться и стать лидером – это наработка иногда не только месяцами, но и годами. Но если вы желаете стать на этот путь, то у вас обязательно это получится. Правда, сразу говорим, что это все-таки тяжелая и сложная работа, но результат, который придет в один момент, он действительно вас порадует и вам понравится. Также сегодня, пожалуйста, избегайте случайных контактов и неожиданностей, потому что через вот такое вот случайное, неординарное к вам могут приходить люди, которые будут лживыми, которые будут вводить вас в заблуждение, а это будет приводить к тому, что вы, возможно, где-то неправильно будете ориентироваться в той или иной ситуации. Также сегодня попытайтесь сосредоточиться на своих мыслях, на том бизнесе, на том деле, которому вы преданы. Постарайтесь также себя сегодня очищать и от физических, и от духовных шлаков. Также в этот день очень важно, ввиду того, что из космоса идет достаточно интересная энергия именно в этот день, 7 декабря. Поэтому постарайтесь сегодня прислушаться к своему внутреннему голосу. Обдумайте свою жизнь. Даже если вас все сейчас устраивает, знаете, никогда не поздно обдумывать, рассуждать, смотреть. И смотрите на восприятие мира. Кроме того, сегодня вам может идти любой знак, какая-то рекомендация, но это все должно вами восприниматься как указание, как понимание того, как вам нужно дальше двигаться. И в итоге вы действительно сможете получить новые силы, вдохновение. Кроме того, сегодня будут появляться люди в вашем окружении, которые будут навязывать вам какое-то свое мнение. Здесь вам нужно быть очень осторожными и рассчитывать нужно только на себя. Далее, если вам сегодня приходят какие-то интересные идеи, мысли, вам приходят проекты, советы, рекомендации, ни в коем случае от них не отгораживайтесь, ни в коем случае о них не стоит забывать. Сегодня ваша задача любую информацию принимать, но не 100% ей доверять. Ее нужно будет все равно еще проверить. Даже если к вам сегодня приходит ваша подруга и говорит, что сейчас здорово вложить деньги в то или иное дело, или сегодня нужно заняться тем или иным и так далее, а у вас еще выше крыши задачи и так далее, обязательно возьмите паузу, обязательно сегодня будьте мудрыми, терпеливыми, это очень важно.
Кроме того, сегодня, к сожалению, некоторые люди будут апатичными, у некоторых людей будет присутствовать лень. Поэтому, если вы видите, что вы начальник или вы директор компании, и люди не слишком вас активно занимаются своей работой, вы должны понимать, что это влияние именно Луны так на людей. Что бы вы ни делали, у вас ничего не получится. Да, замечания можно делать, где-то шутками подбадривать, но вы должны понимать, что есть дни, когда энергетики людям невозможно не хватает. И вместо того, чтобы созидать, они вот просто ведут пассивный образ жизни. Обратите на это внимание. Также сегодня нужно реагировать на любые провокации со стороны только когда вас просят, когда вас вовлекают, а вот самостоятельно кого-то провоцировать сегодня не стоит. Почему? Потому что вы таким образом как минимум даете свою энергию, и не факт, что вы сможете добиться того результата, которого вы хотели или видели изначально. Поэтому сегодня, знаете, будьте наблюдателем, смотрите, проявляйте, думайте, но что-то глобального не стоит делать. Что же касательно здоровья, обратите внимание, сегодня противопоказано употреблять лекарства, также постараться сегодня нужно избавиться от вредных привычек. Не стоит сегодня употреблять грубую пищу, потому что считается, что именно грубая пища в этот день, 7 декабря, забивает работу мозга. Ну а что касательно уязвимости частей нашего тела, то сегодня уязвимы будут уши, поэтому не следует их чистить, прокалывать в этот день или делать какие-либо операции. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Что же касательно стрижки волос, то сегодня стрижка волос увеличит глазное давление и приведет к ухудшению вашего зрения, обострятся и глазные болезни, вероятны воспаления и появление ячменей. Поэтому перед тем, как идти на стрижку волос, 10 раз подумайте о том, стоит ли вам в этот день это делать. Также сегодня очень хорошо уделять внимание своему здоровью. Даже если вы сегодня себя прекрасно чувствуете, это не значит, что нужно забыть о себе. Наше тело дано нам на время, как вы знаете, и нужно так прожить жизнь, чтобы оно было в самом лучшем состоянии. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо заниматься саморазвитием, обучением, какими-то, возможно, тренингами, образованием. Не игнорируйте, пожалуйста, этого. Старайтесь сегодня развиваться. Даже если вам сегодня приходит какая-то информация, могут приходить какие-то интересные книги, не игнорируйте их. Почему? Потому что это поможет вам в дальнейшем двигаться дальше. Ну а если вы человек, который появляется парикмахером, мастер по маникюру или что-либо в этом роде, в этом сфере, то обязательно сегодня проверьте срок действия всех ваших препаратов, которые вы используете. Это такой вот вам совет очень важный. Также, если мы сегодня говорим о каких-то глобальных делах, то мы не рекомендуем, чтобы вы сегодня начинали. То есть, если у вас есть какие-то такие мелкие задачи, мелкие проекты, да, пожалуйста. Но если что-то глобальное, которое, возможно, вам принесет в будущем деньги, благополучие, достаток, то, конечно же, не спешите. Что же еще нам, друзья, лунный календарь говорит? Что же касательно общения с начальством, то сегодня можете обращаться, но по каким-то, знаете, таким вот мелким, незначительным вопросам. Если что-то глобальное, то сегодня этого не стоит делать. Почему? Потому что люди не слышат друг друга, и если и слышат, то могут вообще интерпретировать те или иные идеи, проекты вообще в другом русле. Также сегодня не стоит менять место работы. А вот что касательно недвижимости, то сегодня хорошо проводить любые операции с недвижимостью.
Также обращаем ваше внимание, что сегодня идеальный день для отдыха. Также сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься переездом. Выяснить отношения сегодня не стоит, потому что ни к чему хорошему споры и разногласия не приведут. Только будет накалена обстановка, и люди не будут слышать просто-навсего друг друга. Что же касательно зачатия, то сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Также сегодня рекомендуются умеренные физические нагрузки. И сегодняшний день вполне подходит, но для небольших домашних дел. Генеральную уборку или значит затевать ремонт все-таки в этот день не стоит. Что же касательно снов, то снам этого дня верить не стоит. Они могут исполниться, а могут и быть обманчивыми для вас. Иногда они могут принести вам зло, поэтому после них следует ставить обереги, чтобы не привлечь ничего в жизнь плохого и нехорошего. Далее, друзья, давайте теперь посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 7 декабря. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Впустите в себя правду и действуйте соответственно. Итак, о чем эта карта? Эта карта говорит о том, что пора открыть глаза и посмотреть на мир настоящими глазами. Перестаньте носить розовые очки. Дело в том, что вы сейчас до этого момента не замечали что-то очень важное в своей жизни. И это не касается лично вас, а это касается вас и вашего окружения, вас и, например, вашего коллектива, вас и там, где вы проживаете. И карта говорит о том, что вам нужно понять и осознать о том, что вам нужно знать правду, потому что без правды вы никуда не сможете двигаться, без правды вы не сможете жить дальше. Почему? Потому что люди, которые не знают правды, они живут в каком-то иллюзионном мире, который ни к чему хорошему их может не привести. Поэтому ваша задача не быть закрытым от этого мира. Даже если вам сегодня родные и близкие делятся с вами какой-то информацией в любой сфере жизни, это не значит, что нужно ее отвергать, ее нужно как минимум выслушать и обязательно постараться найти опровержение этой информации. Но, вы знаете, эта карта неспроста, эта карта говорит еще и о том, что в ближайшее время очень многих людей, знаете, люди откроют глаза и увидят, что они не понимали, они что-то не видели, что они что-то не слышали, и, возможно, многих людей поймут, что они просто были закрыты вот той информации, которая им действительно важна. И также эта карта говорит о том, что вам нужно оставить ту вот нездоровую ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Это может быть ваш коллектив, это может быть отношения ваши. Вы даже сегодня можете случайно оказаться в каком-то общественном месте, где вы почувствуете и поймете сами для себя, что это, как говорится, того не стоит. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важно, чтобы вы взглянули своим страхом, своим каким-то негативным мыслям в лицо. Помните о том, что каждый из нас сам строит и сам делает то, что он считает важным и нужным в жизни. Также старайтесь сегодня, чтобы ваши мысли были чистыми, созидательными. Да, иногда это сложно, но помните о том, что все мы с вами развиваемся на этой планете Земля. И, друзья, молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, она звучит, друзья, следующим образом. «Я прошу твоей поддержки и помощи, чтобы разобраться в своих чувствах, чтобы я мог или я могла быть милосерден и предельно честен с тобой и с собой и другими. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что даешь мне мужество и силу». Девочки и мальчики, постарайтесь именно в этот день прочитать эту молитву. Она обязательно вам поможет, а возможно, после ее прочтения вы откроете глаза и вообще увидите, что в вашей жизни что-то не так. Ну и как мы говорили, сегодня очень важно сказать очень важные слова. Это денежные слова, которые помогут вам сонастроиться с энергией и привлечь то, что вам действительно важно и нужно. Итак, друзья, эти слова звучат следующим образом. «Я притягиваю богатство и изобилие.
деньги приходят ко мне легко и в большом количестве. Да будет так и есть. 27 умноженное на 108 раз. А в комментариях, друзья, к этому видео обязательно напишите следующую фразу: «Я притягиваю богатство и изобилие». И таким образом вы Вселенную показываете, что вы действительно готовы принимать те блага, которые вы желаете и хотите. Друзья, вот такой у нас с вами день, 7 декабря. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.